Друзья, привет! Я продолжаю свой гайд по моду Industrial Craft Experimental. И в этой серии я расскажу про модули, которые используются в механизмах. Так, давайте покажу, какие здесь модули существуют, основные. Вот они, значит, ускоритель, модуль, энергохранитель, есть выталкиватель, есть вталкиватель, как ни странно, есть выталкиватель жидкости и еще инвертор красного камня. Ну, бесспорно, самый полезный, самый нужный модуль – это модуль ускоритель. Вот. Ну, здесь банально все. То есть, если кладем такой модуль в какой-нибудь механизм, он ускоряет, как правило, производство. Не все механизмы могут принимать ускоритель, но большинство из них. Это, например, это может быть дробилка, электропечь, компрессор, экстрактор, металлоформовочный механизм, наполняющий механизм и так далее. Вот. Как скрафтить, собственно, я показывал в предыдущих видео. Вот эти капсулы хладагента здесь самое проблемное. Вот. Многие игроки, соответственно, на этом спотыкаются. Ну, если что, смотрите предыдущее видео, как, соответственно, хладагент можно получить. Дальше. Энергохранитель. К сожалению, в этом моде он бесполезен. Нет, пардон. Здесь есть трансформатор. Да, вот я имел в виду, что именно трансформатор является здесь бесполезным, поскольку механизмы здесь не взрываются от перенапряжения. Поэтому трансформатор здесь чисто символический. Хотя, обратите внимание, что у меня на варпе их почему-то покупают. Видимо, некоторые игроки просто не знают о том, что трансформатор, по сути, здесь не нужен. А что касается энергохранителя, в принципе, как бы он увеличивает внутреннее хранилище каких-нибудь механизмов. Не могу точно сказать, насколько это полезно, потому что я его никогда не использую. Но, возможно, где-то там, например, вы хотите без использования какого-нибудь МФХ хранить энергию в механизме, положили, он больше может вмещать. Ну, то есть, в принципе, может быть и полезный, но не супер полезный. Вот эти два модуля являются просто мега крутыми. Их аналогов не было в более старых версиях, в Industrial Craft 2. Вот они появились именно в экспериментальной версии. Это, значит, модули, которые позволяют выталкивать предметы из механизма и, соответственно, втягивать в него предметы из других механизмов или из сундуков. Ну, давайте для примера возьму себе такой вот и кое-что я с ним потом покажу. Так, еще здесь у нас есть выталкиватель жидкости. Ну, он тоже выталкивает из предмета, но уже жидкость. Есть инвертор красного камня, ну, он просто инвертирует сигнал. То есть, если мы, например, генератору материи подведем рычаг, да, и замкнем, то у нас он будет выключаться. С помощью такого модуля можно поменять этот режим. То есть, по сигналу красного камня он будет запускаться. Ну, типа того. Не знаю, насколько это полезно. Ни разу не видел каких-то конкретных применений, таких прям супер важных. Поэтому тут уже так. Итак, да, что значит можно сделать с таким вот модулем? Давайте посмотрим на конкретных примерах. Так, к себе домой. И посмотрим, как я ими пользуюсь. Например, такими вот модулями. Ну, про выталкиватель жидкости я уже показывал в предыдущих видео. Вот я кладу сюда, значит, выталкиватель. И он, соответственно, вот в эти обе стороны жидкость, то есть жидкую материю выталкивает. Кроме того, если, смотрите, зажать Shift и кликнуть по какой-то конкретной стороне какого-нибудь механизма правым кликом, у нас здесь настраивается именно какая-нибудь сторона. Вот здесь, например, сейчас северная. Мы можем здесь вот кликнуть, опять же, шифтом и правым кликом. Меняется, соответственно, на южную. То есть, например, он выталкивать будет в определенное направление. Это удобно, если у вас, например, там два сундука каких-нибудь. И чтобы не перепутать, да, с одного, например, мы получаем, с другой мы выталкиваем. Вот здесь как раз у меня и настроено так. Например, вталкивание у меня вот с этой стороны, то есть он забирает, соответственно, с этой стороны. А выталкивает предметы он вот в эту сторону, то есть вот сюда. Здесь он получает булыжник, сюда он выталкивает, соответственно, песок. То есть, если в более ранних версиях нам приходилось пользоваться какими-нибудь там трубами, например, с Buildcraft или Red Power, или там какие-нибудь трубы Ender.io или еще что-то для того, чтобы откачивать, соответственно, ресурсы куда-то передавать. Здесь уже, по сути, можно частично без этого обойтись. С помощью вот таких вот модулей, очень удобных, которые выталкивают и втягивают предметы. Вот. Вот здесь вот я тоже, соответственно, с этой стороны получаю, с этой передаю. Просто Shift, правый клик, соответственно, мы программируем на определенное направление.
Можно и сверху, например, вот раз, он, соответственно, пишет, что извлечение с верхней стороны, также и с нижней можно. То есть с любой стороны можно принимать и отдавать. То есть, соответственно, выталкиватель выталкивает, вталкиватель забирает предметы. Все. Вот, в принципе, основные вот эти я использую модули. Кроме того, где-то использую жидкостные, где мне нужно жидкость выталкивать. Вот. Это основные применения этих модулей. Так, ну и в принципе в большинстве случаев я просто пользуюсь ускорителями, а дальше уже как бы, если мне нужно забирать, использую, например, шины импорта уже в систему. А если в какой-то соседний механизм выталкивать, тогда, конечно, у нас полезными являются вот эти вот модули. Например, здесь я вот также жидкостно использую, чтобы выталкивать хладагент в соседний механизм. Вот. Без использования каких-то сторонних модов. Очень удобно. Вот, в принципе, и все, что можно было рассказать про модули. Если вам было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы новые видео не пропускать. Пишите в комментариях, что вам может быть еще интересно. Вот, и ждите следующих видео. Спасибо, пока.